Всем привет! Стало известно, какие модели будут выпускать на заводе «Москвич». Правительство Москвы и КАМАЗ расписали по пунктам стратегию московского предприятия на ближайшие 8 лет. Одним из пунктов является организация производства автокомпонентов в России. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Французская Renault владела московским автозаводом с 1998 года, но в марте 2022 года закрыла двери и покинула российский рынок. При этом бывший владелец не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство. Зато остались долги перед трудовым коллективом по зарплате за 2021 год. 691 миллион рублей, которые московское правительство сразу выплатило, как только стало собственником «Москвича», говорится на сайте московской мэрии. Производство автомобилей на «Москвиче» придется фактически начинать с нуля. Учитывая тот факт, что в Renault не были заинтересованы в присутствии российских поставщиков автокомпонентов, сегодня московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства на заводе «Москвич» и озвучили стратегию развития с сроком на 8 лет. Основные этапы деятельности. Первое. Крупноузловая сборка автомобилей, не менее 600 штук до 31 декабря 2022 года, в том числе около 200 штук с электродвигателем, не менее 50 тысяч штук в течение 2023 года, в том числе около 10 тысяч штук с электродвигателем, не менее 100 тысяч штук в течение 2024 года, в том числе около 20 тысяч штук с электродвигателем. Второе. Запуск до 31 декабря 2024 года мелкоузловой сборки автомобилей. Третье. Производство отечественных электрических автомобилей из ключевых российских компонентов – электродвигатель, батареи, системы безопасности и управления. На первом этапе предполагается крупноузловая сборка двух типов легковых автомобилей – с ДВС и полностью электрических. Компоненты будут импортироваться из дружественных стран от разных производителей. Судя по снимкам с презентации, 3 модели из представленных кроссоверы. Полностью скопированные китайские JAG GS4 в двух модификациях модель 1, Seahole X6 Москвич модель 2, S7 модель 4, а также Liftback Seahole A5 модель 3. С сегодняшнего дня правительство Москвы и КАМАЗ приступили к разработке новой российской универсальной платформы легковых автомобилей и организации производства автокомпонентов, электрических двигателей, аккумуляторов, систем управления, безопасности и многого другого. На втором этапе планируется увеличить использование российских компонентов в собираемой легковой автомашине, кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и так далее. Минпромторг поддержит работу правительства Москвы и КАМАЗа по организации производства автомобилей на заводе «Москвич». В ведомстве сообщили, что помогут с локализацией компонентов отечественного автомобиля, льготными займами в рамках специальной программы Фонда развития промышленности. Кроме того, разработка автомобильной платформы для данного бренда получит субсидию на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Ну что я хочу сказать, заливают они так, будто не просто шильдик на китайца поменяли, а все сами создали. Ну и обещанная мною шутка юмора. Я перестал спорить с женой по поводу имен наших с ней детей, после того, как она сказала: «Слушай, у наших детей будет твоя фамилия и твое отчество, дай мне хоть имя выбрать, я же их все-таки рожаю». А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Как вам китайский москвич Собянина? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, когда человек счастлив, он вглядывается в будущее. Когда несчастлив, оглядывается на прошлое.